Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях сильнейший шахматист 19 века Пол Чарльз Морфи. Здравствуйте, Пол! О чем вы нам сегодня расскажете? Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение на столь интересный канал. Ну а сегодня я хотел бы показать вам одну из своих партий, которую я сыграл в 1857 году в Нью-Йорке. Моим соперником был Наполеон Мараш. Это американский журналист и шахматный композитор, который являлся сильнейшим игроком Америки XIX века. Был разыгран гамбит Эванса. После ходов конь f3, конь c6, слон c4, слон c5, следует жертва пешки b4. Для черных жертву лучше принять. Слон бьет на b4, c3 и слон a5. Этот отход слоном считается самым лучшим. Если бы я сыграл вместо слон бьет на b4 слон b6, тогда получился бы отказанный гамбит Эванса. Но в партии я сыграл слон бьет на b4 и после c3 отошел слоном на a5. d4, немедленная атака в центре, считается самым лучшим продолжением за белых. ед и e5. Здесь обычно играют ферзь b3. Этот ход намного сильнее, потому что белые, нападая на пешку f7, защищают пешку c3. В партии Мараш продолжил e5, я сыграл d5, и после взятия пешки ферзь бьет на d6. Белые рокировали в короткую сторону, я развиваю свои фигуры, конь g на e7, и здесь следует выпад конем на g5, атакуя поле f7. Но этот выпад конем преждевременный, так как атака белых легко отбивается. Гораздо сильнее за белых было бы сыграть слон a3, и после ферзь f6 взять пешку на d4, конь бьет на d4 и cd. В партии же белые начинают ничем не обоснованную атаку на фланге, играя конь g5. Почему атака не обоснована? Потому что центр подвижен. Белые фигуры не развиты, а черная пешка f7 легко защищается. Короткая рокировка черных, и слон идет на d3. Белые продолжают атаковать, и черные это используют. Они заканчивают свое развитие. Слон f5, защищаясь от удара на h7 и разменивая активную фигуру белых. Слон бьет на f5, конь бьет на f5 и слон a3. Я жертвую качество, но моя позиция намного лучше. Мои фигуры активны и развиты, в то время как фигуры белых разобщены и не взаимодействуют. Ферзь g6, нападая на коня g5, и слон бьет на f8. Я взял коня на g5, и слон ушел на a3. Следует заметить, что этот ход белых довольно слабый, он ухудшает их позицию. Гораздо сильнее было бы сыграть слон b4, защищая пешку c3. Однако в партии было продолжено слон a3, я взял пешку на c3 и получил очень мощную атакующую позицию. Конь и ладья белых практически заперты в углу, они вне игры. Фигуры белых стеснены, поэтому черные переходят к атаке. Слон c1, ферзь g6, слон f4. Белые недооценивают всех угроз со стороны черных и еще больше ухудшают свою позицию. Я сыграл ладья d8, подключая к игре тяжелую фигуру. Ферзь c2, конь c на d4. И выясняется, что у белого ферзя не так уж много полей для отступления. И если он отступит, черная пешка двинется вперед. Поэтому белые сыграли еще ферзь e4, на что последовал решающий удар конь g3. В случае, если белые возьмут коня fg, то они теряют ферзя. Ферзь бьет на e4. Терять ферзя белые не захотели и поспешили разменять его на своего черного оппонента. На что я сыграл конь d на e2 мат. Вот такой удивительный мат двумя конями мне удалось поставить одному из сильнейших шахматистов Америки. Надеюсь, что это видео наберет более 100 тысяч просмотров и несколько тысяч лайков. В этом случае я и дальше продолжу сотрудничество с каналом KV Chess.
На этом у меня все. Ну что ж, дорогой Пол, спасибо, что вы пришли к нам и прокомментировали эту интереснейшую партию. Друзья, конечно же, ставим лайк этому видео и делимся им в сети. И Пол Морфи нам расскажет еще очень много интересного. Подписывайтесь на канал. До встречи!